Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре басовый преамп. Именной басовый преамп Мелвин Ли Дэвис. Это такой американский басист, который играл с Чакой Хан, с Ли Ратинуром. Такой фанковый, джазовый, фьюженовый, сессионный басист. Преамп издан компанией Nux, и давайте посмотрим на него поподробнее. Ну и начнем знакомство с этим преампом с обзора его входов и выходов, коих здесь на самом деле немало. У нас есть основной вход нашей бас-гитары, также у нас есть main out и through out. Through — это не обработанный сигнал напрямую выходит, если вам, например, надо его пустить куда-то еще в педалборде для дальнейшей обработки. А main out — это, собственно, наш основной обработанный сигнал. И также он дублируется нашим DI-ным аутом. Вот он на XLR, соответственно, балансном выходе здесь у нас. Здесь у нас в этом преампе встроено, кроме вот эквалайзера, перегруза, всех классических преамповых функций, также есть кабинет-симуляция. Кабинет-симуляцию при помощи вот этих двух переключателей мы можем назначать либо на DI-ный аут, либо на main out, либо на оба вместе, и это мы сейчас обязательно послушаем. Дальше из других разъемов у нас есть на мини-джеках еще два. Это AUX-IN для подключения внешнего плеера, каких-то аудиоустройств, если вы хотите позаниматься, например. И также выход на наушники. Вот, и, собственно, два футсвича. Это отдельно включаем мы наш преамп и отдельно футсвич перегруженного канала. Что касается регулировок, у нас есть трехполосный эквалайзер с параметрической серединой, регулировка драйва, мастер-громкость и бленд. Очень важная ручка для того, чтобы перегруз с чистым звуком смешивать. Ну и давайте начнем уже слушать этот преамп. Итак, сейчас у нас преамп в байпасе, то есть он выключен. И вот чистый звук нашей бас-гитары. Активируем преамп. Я выставил Unity Gain, то есть преамп, как вы слышите, у нас пока не усиливает, никак не вмешивается звук, потому что эквалайзер у нас на 12 часов, драйв у нас выключен, ну и, собственно, Unity Gain. Давайте теперь будем с вами ознакомиться с эквалайзером, покрутим различные регулировки, начнем с низких частот. Вот я добавил низ на максимум, его, соответственно, стало значительно больше. Вот я его вырезал. Давайте то же самое сделаем с верхними частотами. Появился такой довольно неприятный зуд. Ну, собственно говоря, на максимум верха мы особо никогда и не выкручиваем. Вот мы прибрали низ, вырезали полностью. Такой более матовый звук получился. Ну и, соответственно, параметрическая середина. Крутилкой frequency мы регулируем частоту. И, соответственно, ее можем либо усилить, либо вырезать. Давайте сначала мы усилим. Ну и вырежем. Как мы слышим, здесь у нас диапазон средних частот достаточно высокий, затрагивается и низкая, и высокая середина. Давайте вот попробуем найти сейчас какую-то такую вот грязь, которая обычно бывает примерно где-то между 400 и 600 Гц, и попробуем ее вырезать. Для этого я вот сейчас сначала увеличил середину. И вот теперь мы найденную частоту чуть-чуть подсрезаем. Добавляем немного низа. И вот получается
симпатичный такой чистый басовый звук. Теперь давайте посмотрим на канал перегруза. Включается он отдельным футсвичем. И давайте, собственно, его включим. Ручка перегруза у нас на 12 часов. Ручка бленда у нас тоже на 12 часов. Вот мы можем, соответственно, менять пропорцию чистого и перегруженного звука. Можем сделать больше чистого. Совсем чуть-чуть песка. Либо вообще один перегруженный на наш вкус. Это очень удобно. Это самая важная крутилка на всех педалях перегруза. Давайте ее оставим на 12 часов, чтобы не терять низ. И покрутим теперь ручку драйва. Вот минимальное значение драйва. Такой очень деликатный перегрузик. И вот, собственно, максимум. Вполне себе достаточно большой диапазон различных драйвов можно наруливать. И это здорово. Драйв, на мой вкус, здесь звучит, ну, такой классический басовый овердрайв. Такой с неким привкусом, ну, наверное, даже винтажности. Ну и теперь кабинет симуляция. Как я уже сказал, кабинет симуляция у нас активируется вот этими вот двумя рычажками. Отдельно можно назначить симуляцию на выход на XLR, главный выход, и отдельно на наш встроенный DI, либо на оба вместе сразу. До данного момента мы вообще не использовали кабинет-симуляцию, мы играли все исключительно звуком инструмента напрямую в линию, через наш DI-ный выход. Давайте активируем теперь кабинет-симуляцию. Ну, как вы слышите, звук кардинально просто поменялся. У нас появилось больше низа, немного стало меньше верха, середина у нас поменялась. Надо, по идее, под данный кабинет сделать какую-то другую эквализацию. И здесь есть два момента, о которых я бы хотел сказать. К сожалению, кабинет здесь только один. Было бы прикольно иметь, ну, скажем, 2 или 3, выбор, еще какой-то рычажок, да, в котором можно было бы переключать между кабинетами. Такой возможности нет. Но здесь есть USB-вход. Вы можете подключить этот девайс к компьютеру и закачивать какие-то другие кабинеты. Но каждый раз вы не будете это делать там на каждом концерте для каждого инструмента. Конечно, выбор кабинетов был бы весьма кстати. И плюс ко всему, здесь нету ручки Blend между кабинетом и чистым звуком. Потому что вот эта ручка Blend, она распространяется только на драйв и на чистый звук. Кабинет здесь все время в одинаковой пропорции находится, как с перегруженным, так и с чистым звуком. Вот если мы чистый звук сейчас включим, а драйв выключим, кабинет у нас все равно остается. Вот я полностью выключаю кабинет. Вот я его включаю и с чистым звуком. И с драйвом одинаково. И, конечно, бы хотелось иметь еще дополнительную ручку Blend, чтобы в нужной пропорции подмешивать кабинет. Потому что лично на мой вкус его как бы сейчас многовато.
Также здесь есть очень интересная функция, которая не часто встречается вот в подобных преампах, и это очень круто для такого компактного и простого прибора. Здесь есть встроенный шумодав. Вот сейчас я включаю Overdrive, и он практически на максимум выкручен, и бленд на максимум. И вот слышно есть фон. Теперь, чтобы активировать шумодав, мы удерживаем футсвич драйва 1,5 секунды, чтобы здесь лампочка стала мигать. Вот она замигала. И теперь ручкой Blend мы настраиваем параметр Decay шумодава, а ручкой Drive параметр Threshold. Вот у нас, собственно, пропадает фон. Вот Decay сделал меньше. Вот он практически моментально пропадает. Очень полезная, хорошая функция. В целом хочу сказать, что этот преамп меня порадовал, во-первых, качеством звучания при его весьма бюджетной и ценовой политике. Большим количеством функций, на самом деле. Здесь есть и хорошо звучащий перегруз, и эквалайзер адекватный, весьма гибкий, ручка Blend, которую я очень люблю на всех перегрузах, ну и также кабинет-симуляция. Хотя кабинет-симуляция, как я только что сказал, имеет некие свои ограничения в плане настроек, но тем не менее она здесь есть, она хорошо реализована, и при желании вы можете закачать свои кабинеты, если вас это не устраивает. То есть действительно универсальный прибор и для рок-музыки, и для фанка, и для джаза, для чего угодно. Очень гибкий, очень простой, но все, что нужно, все здесь есть. Пишите в комментариях, знакомы ли вы вообще с творчеством Мелвина Ли Дэвиса. Не очень известный тип в наших широтах, но, возможно, кто-то из вас является его фанатом. Ну и также пишите, что вы думаете про этот преамп. На этом все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. Также, естественно, подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч. Увидимся.